Вы на канале Lazy Raccoon Crafts, и сегодня с вами я, Аня из Испании. Сегодня я решила реализовать один очень интересный проект, который вертелся у меня в голове, наверное, полгода. И этот проект не совсем швейный, но очень необычный, и мне безумно интересно, что все-таки получится. Я обожаю бренд Schiaparelli, их наряды — это по-настоящему красиво, необыкновенно и виртуозно, и я искренне считаю, что именно такой высокая мода и должна быть. Оверсайз рубашки и твидовые костюмы мы уж как-нибудь сами придумаем. Этот бренд использует просто непообразимую фурнитуру и украшения, очень сюрреалистичные и необычные. Я уже шила джинсовое платье с разными пуговицами, вдохновившись изделиями от Schiap. Его можете посмотреть в моем обзоре изделий 2023 года. Один из распространенных элементов в декоре этого бренда — это глаз. Еще в 1937 году бренд создал брошь в виде глаза в коллаборации с французским художником и писателем Жаном Кокто. А в последних коллекциях можно часто заметить анатомический глаз на сумках, украшениях или на одежде. И в общем, мне очень захотелось сделать нечто подобное. Конечно, я не ювелир, и создать нечто похожее из золота или других металлов мне не под силу, но я хочу попробовать повторить это из доступных материалов. Ну что же, vamos! Итак, мой план таков. Я хочу сделать отдельно радужку, потому что мне кажется, что именно эта часть глаза должна быть максимально реалистичной. Потом слеплю сами глаза из глины, вставлю туда уже готовую радужку и потом окрашу. И вот эти готовые глаза я хочу пришить на свитер, чтобы получился такой необычный, но при этом очень носибельный элемент гардероба. Сначала рисую радужку. Я выбрала акриловые краски, потому что они более яркие, чем, например, акварель, и акрил, вероятно, более устойчив к различным воздействиям. Рисую глаза в несколько слоев, добавляю разные цвета и стараюсь сделать максимально реалистично. Кстати, если у вас хороший принтер, вы можете просто найти фотографии радужки в интернете и распечатать. Думаю, такой вариант тоже будет неплох. Финальным слоем рисую зрачок черным акрилом. Такие вот глазики у меня получились, всего 15 штук. Я сделала голубые и зеленые и немного разного размера. Теперь интересный лайфхак. Я считаю это просто своим гениальнейшим изобретением. Если вы посмотрите на строение глаза, то увидите, что радужка плоская, а над ней как бы полусферой расположена роговица и передняя камера глаза. Я хотела повторить это в моем изделии, чтобы добиться реалистичности. Первая моя идея была приклеить на нарисованный глаз стеклянные такие камушки, но, к сожалению, в округе мне не удалось найти именно прозрачных и подходящих по варианту стеклышек, и поэтому я вынуждена была отказаться от этой идеи. Вторая идея была использовать резиновый клей, и когда я нанесла клей на радужку, выглядело все отлично, но когда клей высох, он стал слишком плоским, плюс бумага с обратной стороны напитывала воздух и получалось много пузырей. Так что этот вариант мне пришлось забраковать, но тут я все придумала. Отличным вариантом стал гель-лак. Он прозрачный, он нужной тягучести, и он быстро застывает в ультрафиолетовой лампе. Я взяла вот такой топ без липкого слоя и наносила в несколько слоев и сушила в лампе. Чтобы сделать глаз как бы выпуклым, я использую способ, которым мастера по маникюру делают выравнивание. То есть наношу толстый слой, переворачиваю, и лак как бы стекается к центру, и потом я быстро переворачиваю и сушу в лампе. Получаются вот такие глаза. Итак, вчера я сделала глаза. Вот они. По-моему, выглядят так натуральненько. У меня получилось 15 глазок зеленого и голубого цвета. Мне кажется, и размер совпадает, в общем-то. И, вообще выглядят они так достаточно реалистично. Теперь глаза нужно вырезать, и они готовы к дальнейшим махинациям. И теперь я буду лепить непосредственно сами глаза. У меня есть вот такая вот глина. Эту глину я уже использовала, ее не нужно обжигать, она просто высыхает на воздухе.
и потом я буду покрывать ее краской. Немного разминаю глину и леплю сначала как бы подложку в форме глаза. Затем на эту подложку кладу готовую радужку и облепляю веками. Я открыла себе несколько фотографий с глазами, чтобы как бы лепить с натуры. И в целом глаз достаточно простой элемент, поэтому я думаю, если вы захотите повторить это, то даже без какого-то опыта у вас, как и у меня, все получится. Итак, я сделала 2 глазика. Они немножко разные получились, но в целом я и хотела, чтобы глаза отличались. Вот, я немножко по-разному их делала. И в какой-то момент, если честно, я подумала, что я немножко перемудрила с этими отдельно вставленными радужками со зрачками. Потому что, в принципе, наверное, можно было прямо вот здесь на глине нарисовать глаз, радужку и гель-лаком тоже такой эффект сделать. Но не факт, что все бы получилось, а так вроде выглядит неплохо. Вот, и я также сделала вот здесь по краям дырочки иголкой, чтобы эти глаза можно было пришить. Продолжаю лепить дальше. Сначала я долго ковырялась, но уже к 5-му глазу дело пошло как на конвейере. Когда все глаза готовы, я оставила их сохнуть на столе и на утро просто перевернула, чтобы они подсохли с другой стороны. Возможно, у вас уже возник вопрос, а как же стирка? Да, я прекрасно понимаю, что стирать такой свитер не получится, потому что эта глина, скорее всего, растворится в воде, да и сама радужка зацарапается, если стирать в машинке. И, наверное, было бы лучше использовать полимерную глину. Но я думаю, что мне хотелось бы, чтобы глаза сохраняли свой первоначальный вид, и поэтому я буду их просто отпарывать, стирать свитер отдельно и потом пришивать обратно. Такова цена за этот crazy креатив, но я готова с этим смириться. И, кстати, пришивая глаза заново, можно их по-новому расположить, тем самым обновив дизайн. Итак, теперь перехожу к покраске глаз. Сначала крашу склеру в белый цвет, в 2-3 слоя, получилось прекрасно. Поскольку эта часть глаза тоже обычно мокрая и блестит, покрываю ее в 1 слой гель-лаком и сушу в лампе. Вот такие глаза получились. Просто супер. Теперь буду красить веки в золотой. У меня вот такой акрил с эффектом металлик. Аккуратно раскрашиваю, чтобы не испачкать глаз внутри. Вот такие сокровища получились. Ну что же, мои глаза готовы. Мне кажется, они получились очень крутыми. Они действительно похожи на золотые, и это прям фантастика. Я не ожидала, что будет так классно. И теперь осталось их пришить на свитер. Вот, но хочу прикинуть несколько вариантов, как можно это сделать. И сейчас покажу вам. В общем, выбрала вот такой вариант. Мне он понравился больше всего. И теперь пришиваю. Итак, осталась самая муторная и мною нелюбимая часть — это пришивание этих глаз. Я не очень люблю пришивать пуговицы, а здесь, в общем-то, процесс очень похож. Вот, я пришила уже 5 глазок, и мне кажется, выглядит очень прикольно. Вот, мне нравится, как это получается. Осталось пришить остальные.
Кстати, я пришиваю нитками в тон глаз, так более аккуратно получается. Я, наконец, пришила все глаза. Звучит крипово, ну да, пришила. Вот. И свитер прям стал таким тяжеленьким, килограмма, наверное, 1,5-2 весит. И сейчас пришло время примерки. Вот такой глазастый свитер у меня получился. По-моему, от него невозможно оторвать глаз. Если вы понимаете, о чем я. Мне очень нравится. По-моему, супер. Я надеюсь, вам понравилось творить вместе со мной. Обязательно подписывайтесь на этот канал, ставьте коросончики и до новых встреч. Адиос!